Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Тамара Савицкая, и вы на канале Тамара Савицкая Вязание. Дорогие друзья, девочки, мы с вами продолжаем вязать замечательную, нежную, легкую, воздушную французскую кофточку по мотивам кардигана Марио от Сезам. Как вы знаете, я вяжу вместе с вами. И вот вы в кадре сейчас видите, уже вывязан рукав полностью. Вот такой рукав. Вот. И вывязана тушка полностью изделия. Вот сейчас я покажу. Вот. Значит, вот смотрим вниз. Ну, вы понимаете, что без ВТО, ну, вот так вот все это выглядит, да. И, значит, уже полностью вывязана. И хочу сказать некоторые размеры. Длина полностью моего изделия составляет 65 сантиметров. Длина рукава от проймы, вот от сих пор, от проймы до, ну, полностью рукав, вот до конца, включая резиночку, составляет 45 сантиметров. Ширина вот здесь, когда вот все сложено вот так, скажем, ну, не растягивая, 52-53 сантиметра. Когда я, по-моему, в третьей части видео замеряла спинку, я посмотрела, было 55. Ну, как-то вот получилось так, что вот видите, оно лежит, вот половина, полочка на полочку лежит, и вот такой вот вариант. И, друзья, прежде чем мы с вами приступим к вязанию рукава, я напомню о том, что в 4-й части видео я говорила о моих планах. Вот сейчас покажу. О моих планах, чтобы сделать силуэт А. Я посмотрела, ну, исходя из особенностей моей фигуры, я решила вот здесь, вот от линии проймы вниз, это уже рукавчик, смотрим вот сюда. Я здесь хотела сделать одну центральную петлю и вдоль нее с одной стороны и с другой стороны делать прибавки. И, ну, к концу, чтобы у меня было такое расширение, силуэт А. Но я подумала, что на такой нежной пряже, и такая она легкая и воздушная, очень будут заметны эти прибавки. Вот, кстати, на рукаве. Вот посмотрите, вот они все-таки заметные. Ну, такой вот вариант. И я поэтому нашла такой выход из ситуации. Я вот здесь, вот, высчитала между одной одинарной дорожкой и другой одинарной дорожкой я сделала 7 петель. Как вы помните, мы набирали вот здесь на подрезе, мы набирали 6 петель. Я потом подумала, что хорошо бы, чтобы здесь было нечетное количество, ну, когда вот мы будем провязывать, и здесь. И поэтому я добавила просто одну петлю из простяжки. И так вот на подрезе у меня 7, и вот сюда вниз, когда я делала вот, значит, вот эти вот красивые одинарные дорожки, расстояние между дорожками 7 петель. Ну и мы вяжем сразу первый ряд лицевая накид, второй ряд продолжаем по рисунку, третий по рисунку, в 4-м мы же вяжем весь поворотными рядами, то есть провязываем как обычно. Теперь по поводу длины еще хочу сказать несколько слов. Значит, у меня вот на спинке, давайте посмотрим. Ну, в кадр все не войдет, поэтому прошу поверить на слово. У меня здесь ромбиков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У меня на спинке 11 ромбов. Ну, соответственно, у меня на передней полочке на 1 ромб меньше, потому что мы начали вот здесь вывязывать позже рисунок. То есть, что касается вот этих ромбов, вот, как вы помните, у нас ромб составляет, ну, вы видите, что здесь, конечно, ВТО не прошло это изделие, то есть вот так, как связано, так и есть. 19 рядов. И если вы хотите сделать свой кардиган или кофточку короче, то вы полностью на 1 раппорт должны, вот предположим, вот здесь резинку начинать. Вот.
То есть вы же не можете половину ромба, значит, оставить и начать вязать резинку. Ну, поэтому вот я на себя примеряла, как говорится, 10 раз, и вот решила вот такой вот вариант. Далее здесь вот я закрывала иглой. Как закрывать иглой, я выпустила буквально позавчера выпустила мастер-класс, как закрывать иглой, это легко и просто. И вот такой вариант я здесь закрыла иглой. И, конечно, так, где мой здесь рукав, показать вам полотно. И вот рукав, вот наш рукав. Рукав тоже я закрыла иглой. Ну, вы посмотрите мастер-класс. Итак, друзья, мы с вами сейчас приступаем вязать рукав. Вот у нас рукав в каком вот состоянии. Вот он, на нить нанизан. Сразу говорю, очень важно, мы будем вязать рукав по кругу. При вязании по кругу полотно сжимается. Поэтому мы здесь вязали на тройке 3 мм. Теперь нужно взять спицы на пол размера больше. Вот это у меня 3,5 мм. И вот так. Давайте я вот на лицевой стороне начну. Нам эта нить уже не нужна, я ее просто разрежу. Набираем петли. Я за кадром буду набирать, только покажу сначала. Вот самым обыкновенным способом. Вот вытягиваем и набираем петли. Накиды осторожно, что где у нас есть накиды, чтобы у нас ничего не потерялось. Вот так набрали несколько петель, нить вытянули. Итак, набираем все петли на спицы большего размера. У меня 3,5. Итак, я собрала все на спицы. Собрала. И у меня сейчас на спицах 55 петель. И добавлю, что у меня сейчас на моем ромбе провязан первый ряд. Если вы вяжете вместе со мной, первый ряд имеется в виду, если по схеме цифра 2. Так? Здесь у меня закончено вязание, то есть вот на двойных дорожках у меня здесь нет накидов, 3 петли. И на одинарных дорожках вот немного растянуто, вот 1 петля. Итого 55 петель. Если посмотреть по записям, у нас, значит, когда мы свяжем 34, у нас 37 сантиметров у нас обхват руки, и 7 сантиметров я давала на, значит, на облегание. Должно быть 44 сантиметра. И я, когда вот так вот примерила сантиметром, вот сейчас покажу вам. То есть у меня здесь так 17 сантиметров, ну даже 18. 18 на 2 – 36. То есть здесь нам не хватает. По нашим подсчетам у нас должно быть здесь 70 петель, когда мы начнем вязать уже дальше рукав. 70 минус 55 нам не хватает 15 петель. Сейчас мы их будем набирать. Я набираю крючком. Итак, будем набирать петли крючком. Я набираю крючком. Вот в этом месте я присоединила нить и будем набирать петли. Значит, нам нужно набрать 15 петель. Когда я вязала первый рукав, я набрала больше петель и делала убавки. Сейчас мы с вами набираем петли. Вот крючком я набираю вот так. 1, 2, вот сюда 3, за 2 дужки 4, 5, 6, так, 11. Их можно перебросить уже на спицу. Вот так я перебрасываю. Вот так перебрасываю. Так, у нас 11 теперь. Еще раз 1, 2,
посчитать можно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Пока вот у нас 11 петель. Это мы набирали по нашему азиатскому ростку. Сейчас мы двигаемся к петлям. Сейчас мы двигаемся к петлям подреза. Значит, 11 у нас. Так, за 2 дужки. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. И вот еще одну. Вот 19 петель я набрала. Так, 19, значит, пожалуй, вот здесь еще надо взять, чтобы не было никаких лишних отверстий. Поэтому вот я 19 набрала, хоть нам 15 надо, но мы потом эти петли уберем. Значит, смотрите, 19, так, вот здесь вот. Так, вот здесь вот еще одну возьмем. 20. И вот здесь я смотрю, но уже когда будем провязывать, вот здесь вот, пожалуй, можно взять еще одну петлю. Ну, то есть, чтобы у нас было аккуратно, красиво. Итого мы набрали 20, но потом мы возьмем еще одну, 21. Нам нужно было 15. 21 минус 15, 6 петель лишних. Мы их будем убирать. И сейчас мы начнем наше вязание. Спицы 3,5. Итак, мы начинаем провязывать. Здесь у нас уже регланной линии не будет, будет просто лицевая гладь. Вот мы вяжем лицевую гладь. И вот эту изнаночную тоже вяжем лицевой. Вот, значит, у нас на рукаве сейчас, скажем так, со стороны проймы у нас лицевая гладь. И дальше так будет лицевая гладь. Значит, вяжем дальше. Magic Loop. И вяжем дальше. Вот наша, значит, одинарная дорожка, накид делаем, вяжем дальше. Вот наша двойная дорожка. Первый ряд лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Теперь у нас по нашей схеме, у нас было первый ряд провязан, у нас был, вот накиды у нас, теперь у нас изнаночный ряд. Не забываем, в круговом вязании мы вяжем по схеме, конечно, где у нас схема на 19 петель, но мы не забываем провязывать один ряд, я имею в виду ромбы, по рисунку. Вот накид, вот он, по рисунку провязываем. Вот, провязываем по рисунку. Так, провязываем по рисунку. Да, друзья, девочки, надо повесить маркера. Вот наш ромб на 19 петель, чтобы он отделялся все-таки от узора, и чтобы не ошибиться в вязании, значит, повесим, давайте, маркера. Так, вот здесь у нас будет маркер. Так.
Там в начале тоже нужно будет повесить маркера, но это уже в каком следующем ряду. И вот наша опять двойная дорожка, значит, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 петли, дорожка, накид, дальше идут лицевые. Покажу по расходу пряжи. Вот это 3-й моток пряжи. То есть я провязала 2 мотка, ну там немножко у меня осталось, я имею в виду, что я образцы разные вязала. В общем, 2 мотка у меня ушло полностью на тушку, на 1 рукав. И вот 3-й моток у меня, друзья, это вот я начала вот 2-й рукав. То есть расход очень такой экономичный, ну, замечательный расход. Итак, вяжем. Я с вами провязываю. Мы с вами двигаемся туда, где нам нужно будет делать убавки. Возле проймы мы будем делать убавки петель. Так, значит, у нас здесь вот это была регланная линия, то есть мы вяжем лицевыми. Узора у нас теперь здесь нет. Это все лицевые у нас. Так, подтягиваем. И продвигаемся мы к пройме. Вот сейчас у нас, вот здесь нам нужно добавить петлю. Вот вы помните, что в одном месте, вот здесь вот у нас, вот это место, вот здесь я широко взяла, поэтому мы давайте подхватим еще одну петельку. Так, как нам тут ее подхватить? Вот так, наверное, подхватим. Вот. И все, и надели. Вот, подхватила я 1 петлю, то есть мы добавили 21 петлю. На 6 петель больше, чем нам надо было по плану. И двигаемся плавно, все вот сюда, вот к пройме двигаемся. И вот мы довязали. И вот мы довязали к тому месту. Вот у нас, видите, вот у нас от подреза идут наши одинарные дорожки. Это наша, ну, спинка и передняя полочка, короче, это вид сбоку. И вот мы находимся сейчас вот здесь. Вот у нас я выделила вот 7 петель, 7. И нам нужно сделать так. Повесим, давайте, маркера. Мы отделим 3 средних петли, то есть 2 петли. Еще маркер возьмем. Еще петлю. И в результате у нас получится в середине у нас 3 петли, по краям 2. Точно так, давайте я покажу рукав наш. Вот рукав, как я вязала. Давайте посмотрим. Вот. 1, 2, 3. Вот 3 петли идут, и вдоль этих петель потом я делала убавки. А вот здесь, вот, я брала по 2 вместе, через ряд. Итак, давайте провяжем. Значит, до маркера мы провязываем 2 вместе с наклоном влево за задние стеночки. Провязали. Три лицевых, 1, 2, 3, маркер. Теперь развернем петли дужками, вот так развернем и провяжем 2 вместе. Провяжем 2 вместе и дальше стараемся здесь провязать как можно туго в этом месте, чтобы не было лишних отверстий. И у нас здесь лицевая гладь. И мы двигаемся к нашему узору. Провязываем наш узор самостоятельно. Значит, и встретимся, когда я буду показывать, как провязывать в круговую вот эту вот одинарную двойную дорожку, как провязывается в круговую. То есть здесь есть некоторые отличия. Итак, у нас сейчас 4-й ряд по схеме.
потом изнаночный, потом 6. И дальше мы с вами встретимся, когда будем провязывать вот здесь изменения в двойной и одинарной дорожке. Итак, провязываем. Итак, давайте посмотрим, что у нас получается. Вот мы сейчас находимся здесь, где у нас наша пройма. Вот в центре 3 петли. И вот через ряд, то есть в каждом лицевом, я уже взяла вот 1 раз, а вот 2 раз 2 вместе. И с этой стороны точно так же. То есть я уже убрала с этой стороны 2 и с этой стороны 2. 4 петли. И теперь то, что я хотела вам показать. Давайте вот посмотрим. В круговом вязании у нас вот эти одинарные двойные дорожки будут чуть-чуть иначе, чем мы провязывали раньше. Значит, я провязываю вот так. Вот одинарная дорожка. Вот так входим, как лицевую скрещенную. Еще раз. Вот наша одинарная дорожка с накидом. Вот она провязана 3 раза. И вот мы находимся в 4-м ряду. И ее нужно сделать 2 вместе. Я делаю вот так. Захожу с этой стороны. И провязываю за заднюю стеночку. Получается изнаночная скрещенная. И эта петля будет смотреть с наклоном в эту сторону в результате. Можно делать 2 вместе вправо, но мне показалось, что не будет вот этого изгиба, который был, когда мы провязывали, делали изменения в дорожках в изнаночных рядах. Далее у нас 2 лицевые. И вот наши 5 петель. Вот 5 петель. Так, может мне вот это полотно убрать? Может будет лучше вот так видно. Давайте вот так, наверное. Итак, вот наши 5 петель, которые мы будем брать по 2 вместе в лицевом ряду. 2 вместе вправо, лицевая. И вот здесь вот дужки, вот эти должны быть развернуты влево, а эти 2 вместе влево. И в результате у нас наша вот эта вот дорожка, она потом закругляется и смотрит вовнутрь. Вот эти смотрят сюда, эти смотрят сюда петли. И получается вариант такой же, как мы провязывали, значит, в изнаночных рядах мы провязывали. То есть получается вот такой вариант. Сейчас я провяжу ромб и покажу вам еще вот на этом краю дальше. Еще раз покажу, как мы провязываем. Так, у меня теперь 6-й ряд по схеме. Значит, 4 лицевых, 2 вместе вправо, лицевая, накид, лицевая. Подтягиваем наше полотно и вяжем дальше. Значит, по схеме в 6-м ряду накид, 3 петли вместе с центральной, снимаем. В круговом вязании здесь не нужно их разворачивать, как мы делали, когда вязали поворотными рядами. И дальше, как обычно, лицевая, протяжка, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе влево разворачиваем и 4 лицевых. Ну вот, провязала с вами 6-й ряд по схеме. Имеется в виду цифра 6 по схеме. И вот мы опять подходим вот к этим двойным и одинарным дорожкам. И покажу еще раз. Значит, вот 5 петель, так? 2 вместе вправо, лицевая. Вот эти разворачиваем, 2 вместе влево,
Все, провязали. Дальше у нас 2 лицевых по нашему, ну, по узору. И вот эти две петли, вот так заходим с этой стороны и провязываем вот так за заднюю стеночку. Получается у нас лицевая скрещенная. Но дело в том, что я уже первый рукав связала именно вот таким вот способом, и поэтому буду вязать и дальше вот таким способом эту вот одинарную дорожку. Вы можете попробовать разные варианты, например, 2 вместе вправо, 2 вместе влево. Попробуйте, как у вас получится. Ну и вяжем дальше. Итак, друзья, вот будем на этом рукаве делать такой же вариант, как на том рукаве. А что касается количества петель, хочу сказать, что если вы, предположим, остановились во втором ряду наших вот этих дорожек, где у нас здесь накиды, и с той стороны тоже у нас накиды, это у нас 6 петель. Понимаете? Поэтому, может быть, вот я когда высчитывала, у меня было сначала 66 петель, потом минус 6 вот эти здесь, 2 и здесь 1, 3, 6, значит 60 петель. То есть в результате, когда я пришла вот сюда к концу своего вязания и уже собиралась переходить на резиночку 1 на 1, у меня здесь было 60 петель. Вот, то есть, ну, это важно. Смотрите, как у вас получается, чтобы у вас, ну, совпадало все хорошо. Итак, друзья, немного провяжу, и мы с вами встретимся. Итак, вот я немного провязала, очередное включение. Давайте посмотрим, что у нас с вами получается. Вот наши оба рукава я вот так положила в кадр. И положила именно с той стороны, где мы делаем убавки. Вот сам рукав, он выглядит вот так. А с другой стороны, где у нас нет узора, я хочу поговорить о том, как у нас проходят наши убавки. Вот вы видите, у меня рукав не довязан. Давайте посмотрим вместе. Девочки и мальчики, конечно, больше девочек, я так думаю, вяжут, но знаю, что есть и мальчики на YouTube. Ну вот давайте посмотрим. Вот, как вы помните, я набрала 21 петлю, и вот я сделала вот 1 убавочка, 2, 3. Значит, через ряд сделано с одной стороны 3 и с другой стороны 3. Потом далее я говорила, что я буду убавки делать в каждом 10-м. Вот убавка, вот отсюда считая, вот убавка. Потом следующая убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот 10-я. Вот она. И с той стороны через 3 петли. Ну, не знаю, надеюсь, вам видно. Через 3 петли, вот 2-я убавка. И вот еще 1 убавка и еще 1 убавка. Вот. Итак, я сделала 1, 2, 3, 4 убавки в каждом 10-м ряду и остановилась. И в настоящее время у меня здесь 60 петель. Но вы понимаете, что если мы считаем... Сейчас я вам покажу. Вот. Если мы считаем, предположим, мы остановились и хотим посмотреть, сколько у нас петель осталось, посчитать, то нам нужно считать вот конкретно в таком вот моменте, когда у нас здесь 3 петли, а вот здесь вот 1. То есть нет накидов. Если накиды, то, соответственно, 66. Так? Ну и вот такое вот вязание. Продолжаю вязать. Еще я хотела сказать несколько слов. Да, и не забываем провязывать изнаночные ряды. Так, далее, может быть, ну кто-то, может быть, не знает, что есть вот такие вот счетчики рядов. Вот счетчики рядов, например, вот здесь 14, вот вам видно, я нажала. Можно пользоваться этим счетчиком рядов, когда вы вот вяжете рукав, чтобы вам не ошибиться, чтобы у вас один рукав и второй были связаны совершенно одинаковые. Но хочу сказать, есть еще другой вариант. Ну, такой, скажем, может быть, не совсем точный, но я собираюсь поступить точно так. Я посчитаю количество моих ромбов
на одном рукаве, на втором рукаве. И у меня, я знаю, что у меня один ромб включает 19 рядов. Так, давайте я покажу первый рукав. Вот, у меня ромб включает 19 рядов. По количеству вот этих ромбов, значит, у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ромбов. На рукаве у меня 11 ромбов, так? И вот, давайте посмотрим вот так. Вот. Вот я закончила провязала 19 рядов полностью. Так вот, надеюсь, видно, да? И начала делать резиночку 1 на 1. И, значит, поскольку вот, если вы вяжете вместе со мной, у вас 60 петель, вот здесь будет, вам нужно будет высчитать, как сделать, как перейти потом на резинку 1 на 1. Если у вас другое количество петель, вам тоже нужно сделать подсчет. Вот. И потом я провязала 2 ряда полой резинки и закрывала иглой. И так до следующего включения, когда мы с вами вот здесь вот довяжем, встретимся, и я расскажу дальше, как мы будем вязать. Итак, так вот мой рукав недовязанный. Давайте посмотрим, сколько в настоящее время на рукаве у нас ромбов есть. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть нам нужно сделать 3 ромба еще, и мы будем уже переходить на резиночку 1 на 1. Итак, друзья, до следующего включения и легких вам петелек. Продолжаем вязать наш рукавчик. Значит, я уже связала весь рисунок. Здесь у меня получилось 11 ромбов. Так? И вот сейчас, в данный конкретный вот момент, я нахожусь по нашей схеме ромба в 19 ряду, то есть в заключительном ряду. И обратите внимание, вот у нас в нашей двойной дорожке вот 3 петли. И вот одинарная дорожка, ну через 2, 1 петля. То есть вот эти петельки, смотрите, они здесь без накидов. Соответственно, с другой стороны то же самое, там, где у нас одинарные дорожки, двойные за ромбиком. И поэтому общее количество петель сейчас у нас 60. Когда я вязала вот этот рукав, я делала убавки так. 2 петли провязывала, 3-ю, 4-ю провязывала вместе. И сейчас мы с вами начнем провязывать. Самым обычным способом я делала такие вот, зацепилась. Я делала убавки самым обычным способом. Сейчас посмотрим и провяжем с вами. Надо петлю где-то вытянуть. Вот сделали петлю Magic Loop. И, значит, будем делать такие убавочки. У меня на этом рукаве вот здесь 44 петли, да? Вот, и он очень такой эластичный. Смотрите, как он тянется, вот, тянется, сильно тянется. Потому что я закрывала здесь иглой, и очень такое эластичное закрытие. И как вы помните, вот мы же вяжем по рисунку, по картинке из интернета. Там у моделей вот рукавчик сам закатан, ну, чуть выше, ну, выше кисти, ближе к локтю закатан. То есть, если вот будет у вас здесь вот такая хорошая эластичная, закрытие хорошее эластичное, и у вас здесь будет, скажем так, ну, не узко здесь у вас будет. Вы тогда сможете точно так, вот я покажу уже, видите, вот так закатать, ну и так вот там модели сидят, девочки, в таком вот закатанными рукавами. Ну, то есть это интересный такой вариант. И поэтому мы с вами свяжем, вот сделаем вот такой, здесь у нас будет такая свободная резиночка, и мы закроем иглой эту резинку 1 на 1.
Вот, я вам позже покажу. Итак, начинаем мы, давайте мы с вами начнем убавки делать. Итак, обычно, в самом обыкновенном, 2 вместе. 1 раз и где-то записываете. Я записываю для себя. Значит, дальше. Изнаночная, лицевая, 2. Так, развернем вот эту петлю. Дальше опять 2 вместе. 2 вместе изнаночной. Провязали. Лицевая, изнаночная. Теперь у нас 2 лицевых. Сейчас развернем петли, чтобы они смотрели в одну сторону. Так, 2 лицевых. И записывайте у себя где-то, чтобы у вас получилось, ну, вот такое количество. У меня получилось в конце 45 петель и одну, я уже сейчас не помню, как я точно. По-моему, я взяла 2 вместе лишнюю петлю, чтобы у нас узор же, нам нужен узор, чтобы когда мы дойдем до края, до конца, чтобы у нас, ну, совпало все по узору. И поэтому вот таким образом, так, 2 вместе изнаночная, лицевая, теперь 2 вместе изнаночной и так далее. Вяжем и позже встретимся. И вот подошла я уже к противоположному краю нашей резинки. И вот у нас здесь вот лицевая и вот лицевая. Но это вот провязано 2 вместе лицевой, поэтому я вот так возвращаюсь и вот эту провяжу 2 вместе изнаночной. В результате у нас здесь 44 петли. И, друзья, я повесила маркер. Вот у нас вот здесь начало ряда. Я повесила маркер. И для того, чтобы у нас мы будем вязать резиночку сейчас по кругу, потом позже перейдем мы на полую резинку. И когда будем закрывать, этот маркер нам пригодится, чтобы знать, где начало ряда. Вот здесь у нас начало ряда. Итак, провязываем резинкой 10 рядов, а потом перейдем на полую резинку, мы с вами встретимся. Провязываем теперь 10 рядов. Итак, я привязала 10 рядов. Значит, дополнительный ряд, первый ряд, где мы делали, ну, убавочки делали, если его считать, то получается даже 11. Итак, вяжем полую резинку. 1 лицевая. Изнаночную снимаем вот так за заднюю стеночку, не провязывая. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, провязываем, снимаем. Итак, второй ряд. Мы на второй ряд вот от маркера лицевую снимаем, нить за работой. Изнаночную, которую мы снимали, мы ее провязываем. Лицевую снимаем, нить за работой. Изнаночную провязываем, снимаем, провязываем, снимаем, провязываем. И так до конца ряда. Итак, мы провязали вот нашу полую резиночку. Я вот маркер вот здесь повешу. И мы сейчас начнем провязывать, закрывать иглой. Я приготовила иглу вот такую, ножницы. И теперь по поводу длины нити. Какую нам длину нити оставить? Значит, несмотря на то, что у нас довольно много, вот от 3-го мотка, посмотрите, сколько много осталось. Вот, очень много. То есть на размер 50-52 даже 3 мотка не ушло. То есть очень такой хороший экономичный расход пряжи. И пряжа очень такая мягкая, приятная. Итак, смотрите, значит, я добавлю, что у меня вышел мастер-класс, как закрывать иглой. Но тем не менее, сейчас мы с вами начнем закрывать. Итак, вот у нас в данный момент вот такая ширина нашего вязания. Поэтому нам нужно 3 длины, 1, 2, ну вот еще раз, 3. 3 длины, чтобы закрыть вот такую ширину. Но у нас же рукав, у нас двойная, то есть 2 раза больше. Поэтому так вот приблизительно сложите вдвое то, что мы с вами отмерили, и отрежьте. Вот, заправляем в иглу.
И начинаем закрывать наш рукавчик, будем закрывать иглой. Для этого немножко подтянуть надо, сделать петлю Magic Loop, чтобы было удобно. И вот у нас первая лицевая петля. Итак, начинаем закрывать иглой нашу резиночку. Вот у нас первая петля, она лицевая. Закрепляем, нам нужно закрепить нашу нить вот в этой петле, вот в этой петельке. И мы ее снимаем со спицы. Подтягивать не надо. Дальше. У нас вот изнаночная петля стоит. Мы входим в нее вот так снизу, слева, входим в эту изнаночную петлю. Первый шаг. Второй шаг. Подхватываем снятую петлю, левую дужку петли и входим в следующую лицевую петлю. Вот так подхватили и вошли. Так. И третий шаг. В эту же изнаночную петлю мы входим дважды, только теперь вот так. Справа входим, поправляем ниточку. И вот 2 петли сразу снимаем со спицы. Так, зацепились волоски. Сейчас. Так. Вот эти 2 петли снимаем со спицы. И вот так немного подравниваем. Сняли. Далее опять входим в изнаночную петлю. Входим в предыдущую лицевую и в следующую лицевую петлю. Подхватили. И третий шаг. Входим еще раз в изнаночную справа. Снимаем сразу 2 петли со спицы, подравниваем их вот так, подравниваем. Еще раз покажу. Входим в изнаночную петлю. Она, правда, стоит немного перекрученная. Вот так можно было бы повернуть. Но это кто как считает нужным. Значит, вот так входим. Входим в предыдущую лицевую и в следующую лицевую. Второй шаг. И еще раз в изнаночную. Снимаем обе петли со спицы. Сильно не подтягиваем, ведь нам вот эта лицевая потом нужна будет. Понимаете, да? Так, сейчас я это полотно уберу немного. Кофточку. Ну вот, показываю еще раз. В изнаночную вошли. Лицевую, которую мы провязали, и следующую лицевую. Пара, как бы получается, пара лицевых. Вошли. И еще раз в изнаночную, третий шаг. Вот. И 2 петли снимаем со спицы. Так, ну и так провязываем дальше до конца. Вот, закрываем наш рукавчик. И вот получается вот такой вот вариант. Вот. И на другом рукаве покажу. Вот. Вот как выглядит наше закрытие нашего рукавчика. Вот как это все выглядит. Вот. Этот край такой немного плотный. И я сделаю за кадром закрытие, и мы с вами встретимся. Итак, мы подходим вот уже к краю нашего рукава. И я заканчиваю закрывать петли. И хочу вам показать, как мы поступим с последней петелькой. Вот у нас осталась одна петля, она изнаночная.
мы в нее входим, так, и как обычно, вот предыдущая петля лицевая, и вот здесь, вот еще одна лицевая, видно, да? И вот так вот потихоньку, полотно же у нас нежное, воздушное, и вот входим и сбрасываем со спицы. Здесь нам надо аккуратно все, сильно не подтягивать. У нас должно быть край, у нас должен быть эластичный. Маркер сейчас я сниму, чтобы не мешал. Так, надеюсь, видно. Так, вот. Значит, у нас получилось вот такое полотно. Очень эластичное, хорошо тянется. И теперь наша цель, нам нужно спрятать ниточку. Просто вот сюда, на эту сторону. И вот здесь уже, вот здесь, я сделаю несколько стежков. Дело в том, что ушко очень широкое. Может быть, даже лучше взять, ну, пока вроде проходит. А если у кого-то сильно широкое ушко, то можно крючком, либо иглу заменить. Но я взяла специально эту яркую зеленую иглу, чтобы хорошо было видно, как процесс, как закрывать иглой именно. Сам процесс, чтобы был виден. Итак, друзья, наша кофточка готова. Но поскольку мы сейчас занимались рукавами, давайте посмотрим на наши рукавчики. Так, вот наши рукавчики. Вот, все у нас хорошо. Вот наши рукавчики. И, значит, хочу сказать вот такой вот нюанс. Я старалась сделать... Ну вот тут видно, не видно, наверное. А, вот так видно. Я старалась вот эту вот ширину, здесь 4 сантиметра получается, сделать такой же, как вот эта наша горловина. Поэтому, ну, на мой взгляд, все получилось хорошо. Конечно, друзья, сейчас я положу в кадре нашу воздушную, легкую, красивую кофточку. Вот. Итак, друзья, вот мы закончили наши рукава. Вот я так их положу. Вот видно, что все одинаковое. Вот видно, да? И, значит, я старалась, чтобы вот здесь вот у нас 4 сантиметра, чтобы вот эта ширина и вот ширина вот этой нашей горловины, вот так, как тут положить, вот так. Ну вот давайте я вот так положу, просто рядом, вот, чтобы оно совпадало. Вот. Ну, здесь, конечно, еще надо ВТО делать, немножко лицевые петли, как говорится, пляшут. Но это дело времени. Вот. И так, пуговицы я не купила пока. Пуговиц пока у меня нет. Итак, друзья, вот я показываю наши рукава. У нас вот рукава готовы. Думаю, что вы вот по моему небольшому мастер-классу, как я вязала рукав, свяжете вот точно такой и первый, и второй. Ну, понятно, что изделие все в кадр не помещается. Вот, значит, скажу еще раз по рукаву, ну, чтобы закрепить, как говорится, знания. На рукаве у нас связано здесь вот 11 ромбов, 11. В каждом ромбе 19 рядов. Ромб на 19 рядов. Так, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В 11 ряду, ну, уже повторяю, как бы итог, в 11 ряду мы начали по 2 вместе брать в каждом 3-м ряду. Я вязала точно так же, как первый рукав. Вот такие вот расчеты. И осталось здесь 44 петли. Но вы видите, что у меня кисти, ну, я исходила из того, вот какой у меня на мне надет, значит, Ангора Реал 40 свитер. Вот у меня такой вот рукавчик. Но этот рукав чуть-чуть шире. Этот рукав шире. Вот даже если положить вот так. Вот
Он, конечно, шире немножко. Вот. То есть я примеряла на себя. Вы примеряете на себя, конечно же, ну и делаете убавки и вяжите. Обязательно нужно сделать перед закрытием 2 ряда полой резинки, иначе у вас не получится такой аккуратный, красивый край. Итак, друзья, мой мастер-класс подходит к концу. Осталось пришить пуговицы, и, конечно, изделие должно пройти ВТО. Я обычно стираю, несколько слов скажу о стирке. Это будет стирка в шампуне, либо либо у меня есть еще жидкость для шерстяных изделий. Вот. Возможно, ну я подумаю, может быть в шампуне, может быть в этой жидкости. И, конечно же, буду потом ополаскивать, вот, чтобы изделие было мягкое, пушистое, вот. И сушить буду в расправленном виде, вот, на сушке. Возможно, я вот для себя сейчас думаю, возможно, я слегка отожму в махровом полотенце, вот, и потом разложу и в расправленном виде буду сушить. Несмотря на то, что сейчас у нас ноябрь, я на батарею класть не буду. Ну, то есть, я думаю, тут все понятно. Итак, друзья, большое спасибо всем тем, кто был вместе со мной, кто вместе со мной вязал эту кофточку. Вот. Надеюсь, вам мастер-класс был понятным, интересным. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите комментарии. Мне всегда приятна обратная связь, и я с удовольствием отвечу на ваши комментарии. Итак, друзья, еще раз хочу сказать большое спасибо всем тем, кто подписался. Мне было очень приятно, и я молодой блогер, и, конечно же, когда я увидела, что оценили мою работу, первую часть, и подписалось много девочек и мальчиков, наверное, и я увидела, что растут просмотры, мне это было очень и очень приятно. Так что, друзья, большое спасибо от всего сердца. И хочу сказать, что не забывайте мой канал, приходите почаще. Несмотря на то, что вы закончите вязать вот эту замечательную воздушную ажурную кофточку, заходите почаще на канал, увидите, я думаю, еще не одну интересную работу и вдохновитесь ею, и тоже свяжете вместе со мной. Итак, друзья, прошу вас поделиться моим мастер-классом в соцсетях. Поставьте лайки, если вам понравился мой мастер-класс, ну или дизлайки. Это будет стимул расти, вязать еще лучше и снимать еще лучше. Итак, друзья, всего доброго, до новых встреч. С вами была Тамара Савицкая. Пока-пока.